Здравствуйте, мои дорогие! На горизонте мы видим знаменитый мост Веризана, который построен в 1964 году и назван в честь итальянского мореплавателя Джованни де Верицано, первого европейца, вошедшего в бухту Нью-Йорк и реку Гудзон. Один из самых больших подвесных мостов в мире. И это значит, что мы сегодня с вами отправляемся в маленькое путешествие. У нас были кое-какие дела в Пенсильвании, но это значит, что мы по дороге заглянули в Антик Стор. И я обязательно вам его покажу, а пока немножечко полюбуйтесь нашими красотами, видами. На горизонте снова мост, на этот раз бруклинский. Его строительство было очень долгим, целых 13 лет. Оно длилось, и впервые в эксплуатацию его ввели в 1883 году. Обязательно почитайте историю его создания. Храбрая семья Роблингов. Архитектор Джон Роблинг, потом он умер, и строительство возглавил его сын Вашингтон Роблинг и потом его жена Эмили Роблинг. То есть фактически он построен женщиной. Окончательное его строительство. Ну вот мы въезжаем в Джерси-Сити, и тут уже знаменитый зеленый коридор, зеленые дороги, по которым мы едем в другие штаты. Я вообще обожаю, конечно, природу Соединенных Штатов. Всегда шикарные облака, шикарная растительность. Все это горы под названием Поконо. И, как видите, здесь все хорошо с русским языком. Вывеска русскими буквами «Европейский ресторан». Вот. А тут польский смак. То есть такой европейский городок, европейское местечко. Ну и заехали мы, чтобы посмотреть вот такие вот интересные домики. У кого большой задний двор, вот можно сделать такой небольшой гараж, купить здесь. Или, вы знаете, даже здесь продаются и целые полноценные дома. Сейчас я вам покажу немножко. То есть, если у вас есть участок земли, вы можете вот здесь заказать мобильный дом, поставить такой дом. Вот, ну и вот милые такие будки для собачек, да. А вот здесь вот можно и сарайчик себе купить, там оборудовать его. И можно купить даже целый домик дачный. В общем, такое вот неплохое местечко. Вот. Но мы все с вами не об этом. Мы о том, что здесь рядышком находится, прям вот на территории рядом вот с этим симпатичным, аутентичным местом находится антикварный магазинчик. И вот туда-то мы с вами и зайдем. Вот он, Антик Молл. Ну а мне здесь так понравились качельки, так понравились, что я решила вспомнить детство. Здесь, кстати, тоже очень хорошее место, где можно себе во двор купить вот такие качели для детей. Но мы уже, конечно, прошли этот этап. Вот. Но если бы я знала в свое время, можно было бы, конечно, и установить такую прелесть. Вот выбрать себе по размеру и пущай себе дети резвятся. Вот, ну и взрослые заодно. Еще понравилась мне вот такая вот повозка с лошадью. Так понравилось, что я даже рядом с ней сфотографировалась. Вот так вот выглядит ваша покорная слуга сегодня в легком летнем платьице. Вы знаете, в поездке я одеваюсь всегда что-то удобное, легкое. Вот. Ну и привлекла меня, конечно, скамеечка In Loving Memory of Scott Cramer, да, с изображением моей любимой птички кардинала. Мы, кстати, видели кардинала и не успели заснять. Вот. Ну а там неподалеку есть такой чудесный ручеек. Вот мы немножко там посидели, пока ждали открытия магазина. Вы знаете, в Нью-Йорке невозможно приехать точно к открытию, потому что вы попадете в пробку. Поэтому мы выехали немножечко заранее. Вот, ну и чуть-чуть там подождали, это было так приятно, очень приятно посидеть возле ручья, послушать шум журчания воды. Вот я даже вам немножко оставлю
звук этот, чтобы вы послушали вместе со мной. Вот. Ну и теперь давайте рассмотрим, что же внутри магазина. Он меня, конечно, поразил своим разнообразием, роскошью, очень интересными изделиями и ценами. Здесь, конечно, Покано является туристическим местом, горы Покано. Сюда нью-йоркцы ездят отдыхать. И, конечно же, все это рассчитано на туристов. И я, можно сказать, практически ушла с пустыми руками. Но для вас записи, конечно же, я сделала. И я, честно говоря, получила огромное удовольствие, просто прогулявшись по этому молу. Он, конечно, снаружи выглядит очень так просто, вы видели, неприглядно, но внутри там просто шикарные экземпляры. И цены, конечно же, цены. Вот эти вот собачки мне так понравились. Я, наверное, буду их коллекционировать через интернет. Должна вам сказать, что через интернет можно купить дешевле. Вот дрезденская статуэтка $125, крохотная. Но вот, пожалуйста, цены ни много ни мало. Конечно же, очень много интересных вещей. Вот, например, вот эта лампа мне понравилась. Но я даже цену, по-моему, не увидела. Вот. Но прийти, посмотреть, пропитаться вот этой историей США 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов, это, конечно, можно сделать с удовольствием, пройтись по комнатам этого мола. Конечно же, здесь скрытые вот такие вот сокровища, вот это кружки Royal Doulton, которые, честно говоря, встречаются не так часто. Но здесь они стоили прилично, по-моему, вот я вот уже не помню цену, $200 там промелькнула цена, да, то есть рассчитано там хорошо на туристов. Ну, вот эта совершенно безымянная статуэтка 16, вот, ну, вот попалась, да, а все остальное, вот вазочка $85, симпатичная японская вазочка, вот такая крохотная вазочка $40. Вот, опять же, кружечки, вот там вот $40 кружки, цены, вот, $75 девочка от Royal Doulton. Что еще мне здесь понравилось? Много-много интересного, конечно же, но, к сожалению, цены на винтаж просто взлетели, не то чтобы подросли, а взлетели в 2-3 раза. И, честно говоря, я уже и не знаю, что я буду делать с моим увлечением. Наверное, хотя бы вот так вот снимать для вас. Да, вот это, это я что-то указываю прям пальчиком. Это же знаменитая статуэтка от Royal Doulton. И стоила она, по-моему, у меня есть такая в красном исполнении. Вот здесь вот немножко другой цвет. И цена... что-то 75, по-моему, долларов. Есть у них и от Armani статуэтка, которая тоже поразила меня своей ценой. Я покупала дешевле. Вот. Но вообще, вот, как вам сказать, вот эта обстановка, вот эта вот старина, это, знаете, вот как будто вот сходить в музей. Что мне еще здесь понравилось? По-моему, чайные пары были неплохие и стоили $25. Вот здесь вот целая коллекция вот таких вот фигурок. По-моему, они называются компания Hamel, если я правильно помню. Но вот целая коллекция, но цена каждой фигурки по $25. То есть это довольно дорогое удовольствие ее коллекционировать. Вот единственное, что я увидела вот эту статуэтку за 39 от Каподемонте Армани, да, и что-то мы так вот забыли про нее. Вот сейчас я вижу, я думаю, я про нее забыла. Я хотела ее купить и забыла. Вот, ну, что еще? Вот интересный фарфор в синем обрамлении, да. Я снимаю для вас. Интересные декоративные тарелочки, есть на что посмотреть. Вот здесь тарелочка с розами от Розенталь,
опять же, приличная цена. То есть такое вот получилось туристическое место. Но, знаете, специально я бы не поехала. А так как бы заехать по делам и заодно заскочить, это как бы совершенно другое. А так, конечно, это нужно выбирать не туристические места. И вот как-то, ой, какой красивый вот этот цветочек, это колибри. Но есть, было на что посмотреть, конечно, очень. Вот $28 одна тарелочка вот такая, плюс таксы. Но здесь единственное, что не нужно было, конечно, платить за пересылку. Так что, если учесть вот это все, то, можно сказать, неплохой магазинчик. Очень даже неплохой. Но вы знаете, у меня многое как бы дома есть. У меня есть вот эти кружечки Тоби. Я их покупала буквально по 5-10 долларов. Вот эта вот вазочка мне понравилась, но она стоила, по-моему, 15. У меня есть подобного типа. 18, тем более. То есть у меня очень много есть в коллекции, и уже становится трудно удивить. Вот, ну и здесь пошла немножко бижутерия. Вот бижутерия мне понравилась. Но вы знаете, я недавно на аукционе с eBay, вот интересная брошь Джоан Риверс, $65. Ну, вы знаете, за $65, вот это мини-посуда, да, здесь, за $65 Джоан Риверс я могу и с интернета купить. То есть это не то, чтобы я там что-то выиграла, приобретя это в этом магазине. Вот, ну, а комплекты вот мне понравились, но я решила почему-то их оставить. Вот здесь вот комплекты от Кора. Опять же, вот это рубиновое стекло. Довольно интересное. Что еще? Вот пасхальные яйца. Вот. Вот такой посеребряный набор. Я не думаю, что это серебро, это, наверное, мельхиор. Так, ну и вот здесь вот я вам показываю брошечки. Просто у меня уже есть брошечки такого типа. Вот у меня, по-моему, есть точно такая же Мане дома, да, и у меня есть и брошь в виде цветка, по-моему, гораздо красивее та, что моя. Вот, и я вот так вот, взглянув на их цены, конечно, ну, я взяла кое-что, но я вам покажу потом в следующем видео. Вот здесь вот, например, $125, шикарная брошь от Джоан Риверс, но в интернете она столько же и стоит, понимаете, поэтому нет смысла. И в последнее время вот я поняла, что через интернет покупать иногда гораздо выгоднее, чем покупать вот в таких магазинах. Вот, например, вот такая брошь-леденец у меня есть. Мне Инесса дарила, только не в зеленом цвете, а в медовом цвете. Брошь с художественным стеклом я видела в интернете, опять же. То есть и здесь цены один в один, вот как то же самое, что вы покупаете в интернете. По-моему, можно выбрать гораздо интереснее дизайн. И в интернете еще можно выбрать маркированные вещи. Здесь, конечно, с маркировками были проблемы. Я не видела ни одного Лиснера. Ну, Кора я только увидела. А вот так вот, чтобы вот были, знаете, такие компании. Вы видели Джоан Риверс, уже все. Вот это современная работа. У меня есть подобная брошь в зеленом цвете. Красивая, конечно, симпатичная, если бы она не стоила 30-ку, да. Кстати, очень часто, вот я где-то здесь увидела брошь от Алиэкспресс, то есть всегда смотрите на оборотку. Характерная брошь. Вот эта вот тарелочка тоже симпатичная, неплохая. Вот здесь вот броши тоже есть на что посмотреть. Но опять же, вот дизайны повторяются. Ну, в общем, если вы только начинаете свою коллекцию, то, в общем-то, можно заглянуть в этот магазинчик и что-то себе выбрать. Вот такое сердечко у меня тоже есть. Вот этот вот комплект, я решила к нему вернуться и не вернулась. Но он тоже очень знаменитый от Сары Кавентри, да. Вот, ну и что еще у нас здесь интересного? Так. Вот это мы уже в другой комнате, и там, что же мне там понравилось, к чему же я иду? Вот я показываю вам солонку, да, интересную, и вот как оформлена с высушенными цветами, $28 тарелочка, да.
декор интересный. Еще мне понравилась вот эта вот туфелька. Она, конечно же, китайская, но сделана очень интересно. Туфельки я не собираю, но вот для вас я засняла. У меня есть парочка туфелек, потому что вот мы сегодня уже говорили с мужем, что пора бы мне и купить еще одни шкафчики, но не сейчас, но я вот так вот планирую, потому что моя коллекция, конечно, просто уже вышла за рамки вот этих шкафов, которые я вам показывала, ссылочку сброшу под видео. Вот. Ну и картины, конечно же, мне тоже очень понравились, вот здесь вот старинные. Цену я не спросила, потому что я недавно покупала картины в свой дом, и у меня тоже все обставлено. Вот. Но вы знаете, удовольствие я получила колоссальное. Хоть я уехала где-то с парочкой брошей, но и с одной статуэточкой, да, но, конечно, вот кто собирает чайные пары, вот чайные пары были неплохие. Опять же, конечно, не такие известные марки, но вот можно как бы что-то вот себе там выбрать. Вот этот наборчик там тоже стоял, и он стоил весь набор $200, хотя это не Англия, это не что-то известное. Вот, супница у них была неплохая, но у меня уже есть. Сколько они хотели за супницу? 24. Ну, вот супница была более не менее доступная, да. Ну и чайнички вот такие хорошенькие для тех, кто коллекционирует чайнички. Вот, чайная пара тоже хорошенькая. Часы очень интересные, но они стоили $325. Часы хорошенькие, Гилберт. Интересные. Опять же, коллекция вот этих вот статуэток. Мои дорогие зрители, напомните мне эту фирму. Это вам голландская фирма знаменитая. Вот. И каждая, опять же, повторюсь. То есть, честно говоря, я не очень люблю... Вот, Хаммел, да, Хаммел Girl. Я не очень люблю эти статуэточки, потому что это не фарфор. Вот, ну, а такие, опять же, у меня есть. Вот все 3 статуэтки, которые вы видите сейчас на экранах, кроме передней, у меня все они есть. Вот, ну, а здесь забавная вот такая вот, да, и здесь, это уже моя любимая тема. Я очень люблю свадебные парочки тоже, но они там были $75. Вот, опять же, вот здесь вот японский набор, его оценили, я не знаю, чуть ли не, по-моему, в 200 что-то такое. Тоже была высокая цена, но вы знаете, посмотреть, полюбоваться, оценить, что сейчас вообще происходит с винтажом, что вообще предлагается. Вот эти кружечки тоже мне понравились. У меня опять же дома есть, но эти художественные. Эти, конечно, интересно сделаны, они очень художественные. Я буквально недавно купила за $5 вот интересно довольно кружечку. Я вам ее покажу с корабликом. Все в моем стиле. Вот, ну, а эти стоили, по-моему, 25. Вот эта красавица, очень мне понравилась вот эта девочка. Она стоила 115. Можете себе представить, когда-то они продавались за 25. И я помню, мы считали, что это очень дорого, вот, и не купили. Вот, здесь опять же у меня практически полная коллекция, но вот эту даму в желтом я себе прикупила. Ну что, возвращаемся мы с вами потихонечку домой, опять же через наш любимый зеленый тоннель. В следующем видео я вам покажу мои немногочисленные находки и мои находки через интернет, потому что я считаю, что через интернет, конечно, мне везет в последнее время больше. И я вам советую не сбрасывать интернет со счетов, и можно реально там выиграть. Во всяком случае, у меня так получилось с Джоан Риверс. Я вам покажу, что там я выиграла, и вы скажете «Вау!». То есть, как я играю? Я ставлю везде свой бит и просто жду, выиграет он или нет. И очень часто получается, что люди или не замечают эти броши, или не знают об этом. Проходит там 5-6 дней, сколько поставлено на аукцион. И в конце ваш бит оказывается выигрышным. Ну вот в Манхэттене, я вам чуть-чуть Манхэттен здесь показываю. Вот, так что
Я думаю, что винтаж постепенно перешел в интернет, а то, что продается в магазинах, как бы оно довольно дорого. На блошиных рынках сейчас, как вам сказать, на блошиных рынках нет того уровня, уже нету маркированных брошей, нету. Я не слышу Крамер, не слышу Лиснер, не слышу Кора. Вот, кстати, наша нью-йоркская полиция, да, вот эта их машина вот так выглядит. Вот, то есть что-то происходит с винтажом. Он уже раньше это считалось, о, это никому не нужно, о, кому нужны эти броши, о, все смеялись. Но сейчас уже, к сожалению или к счастью, всем стало это очень интересно. Вот снова мы возвращаемся через знаменитый Бруклинский мост. Вот. И цены довольно выросли. Не знаю почему. То ли люди стали понимать, что качество совершенно другое у винтажных изделий. Но вы знаете, я там чуть не купила брошь от Алиэкспресс. Была очень интересная брошь в виде виноградной лозы. И хорошо, что я ее перевернула и посмотрела на замочек. А замочек-то от Алиэкспресс. Так что всегда будьте внимательны. Даже в винтажных, вот в этих антикварных магазинах могут попасться броши Алиэкспресс. Вот, ну и посмотрите, какая прелесть, как здорово. Океан рядом. Обожаю дорогу домой. Вот, ну и напоследок я вас приглашаю побывать на graduation, то есть это такой вот выпускной для 6 класса. Туда пригласили не всех, а только детей, которые имеют оценки 85% и выше. И мои девочки попали. Я очень горжусь ими вот в этот класс. И давайте послушаем, как выступает Николь. Leadership. Leadership should exert a wholesome influence on the school. In taking initiative in the classroom and in the school activities, the real leader strives to train and aid others to reach their common goals of success. The price of leadership is sacrifice, the willingness to yield one person's interest for the interest of others. A leader has self-confidence and will go forward when others hesitate. No matter what power and resources may exist in a school, community, or nation, they are ineffectual without the guidance of a wise leader. Leadership is always needed. Thus, to lead is a meaningful and substantive charge to each of our members. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Warren Bennis. Ну а здесь вот дети заходят уже на церемонию, и посмотрите, насколько разношерстная публика в американских школах. То есть здесь есть дети из Китая, из Индии, из России, из Украины, и настоящие американцы ирландского происхождения. То есть со всего мира. Очень разные дети. Но вы знаете, я так люблю американских детей, неважно какого они цвета. Они все очень воспитанные, они очень хорошие. Вот лучшие друзья моих детей — это один мальчик китаец и другой мальчик чернокожий. Ну, там намешано, конечно, все. И лучшие подружки обе ирландки. То есть вот такой вот многонациональный состав. Вот дружба народов, которая была в Советском Союзе, да, если кто-то помнит, вот она как раз воплотилась вот здесь, в Соединенных Штатах. И вы знаете, вот сама эта церемония даже мне чем-то напомнила пионерию, я думаю, вам тоже. Вот эти ношения флагов. Ну, это, в общем-то, в любой стране вот эти церемонии, они похожи. Вот, ну и потом вот здесь вот девочка будет петь гимн. Давайте послушаем.
Она спела неплохо, но сказали, в следующем году Николь будет петь. Вот. Ну, а здесь уже вот вызывает каждого ученика, вот Мишелька пошла, произносят имя и всех поздравляет. И послушайте, как одноклассники всех приветствуют. То есть вот такая сплоченность. Мне очень понравилась дух, атмосфера, энергетика вот этой школы. Ну, в общем, я в восторге, я в полном. Я вообще поздравляю всех выпускников. Тоже я знаю, что в России делают вот алые паруса, в Санкт-Петербурге все очень серьезно. Вот. Ну, а нас вот так вот все по-простому. Но здесь это просто переход как бы в другой класс. И просто принятие как бы в лигу отличников, да, я бы так сказала. Вот это Ариста Арчен групп, как бы это лига отличников, а Николь у нас Students Council, как бы такая она у нас активистка, она у нас не только певица, но и активистка. Вот, ну что, мои дорогие, я надеюсь, вам понравился день сегодняшний со мной. Я надеюсь, вы со мной немножечко развлеклись, попутешествовали, посмотрели на красоты, повеселились. Спасибо вам огромное за то, что были со мной. Если у кого-то есть дети, поздравляю с окончанием учебного года. Желаю всего самого наилучшего. С вами была Анастасия из Нью-Йорка.